Всем привет, с вами Фрост и новое видео на моем канале. Вы ждали, вы просили, и вот наконец я начинаю выпускать гайды. В сегодняшнем видео будет полный разбор новой имбы патча Леопарда 2 FK. Разберем прокачку танка, какие перки ставить агенту, также разберем особенности и как его правильно использовать в бою, чтобы выдавать очень высокие результаты. Как говорится, пришло время, а то уже с релиза прошло почти 2 месяца, а я до этого до сих пор не выпустил ни одного гайда. Я смотрел там на ютубе, некоторые что-то пытаются, но по сравнению с тем, какие гайды будут у меня, это полная хуйня. Как говорится, пришло время показать, кто здесь батя. Также сразу хочу сказать, что сегодняшние гайды, некоторые следующие, будут сделаны не совсем так, как я задумывал, потому что в игре еще нет определенных механик, и поэтому в будущем будет еще круче. Не забывайте подписаться на канал, чтобы все это не пропустить. Также ставьте лайки и пишите комментарии. А теперь начинаем. Леопард 2 FK имеет ракетное вооружение и барабан с дозарядкой на 3 снаряда. Как работает дозарядка? Вы выстреливаете выстрел, и следующий снаряд в этот момент дозаряжается. Вы стреляете, снаряды продолжают дозаряжаться, и нет такого, как в обычном барабане, что вы отстрелялись, и вам нужно именно на кнопку перезарядки нажать, если вам не в кого стрелять больше. Магазин с дозарядкой, как по мне, лучше. Разберем, наверное, сначала перки агента, что тут нужно качать, чтобы еще больше повысить эффективность танка. Потому что перки очень сильно влияют на эффективность, особенно у данного танка. В первый слот ставим перк минус 10% от времени перезарядки снаряда. Тут ставите его именно первым. Когда вы берете нового агента и новый танк, у вас уже одно очко навыка есть, поэтому сразу вы можете это прокачать. Это именно работает на перезарядку между выстрелами. Не на дозарядку снаряда в барабан, а именно между выстрелами. Вот это вот самое важное, что при правильной прокачке танка у вас будет 3,1 секунды, если я правильно помню, перезарядка между выстрелами, с перком будет 2,8. Опять же, если я правильно помню. В тренировке все это еще раз посмотрим, чтобы на всякий случай я не ошибся. Второй перк ставим плюс 10% к урону от выстрелов, когда машина скрыта. Этот перк работает совместно с особенностью агента. Особенность агента работает так: когда у вашего танка более 70 единиц энергии, на танк накладывается эффект скрыт. То есть на вас не может использоваться автонаводка, как, например, ракеты АМХ-10. Он просто не сможет на вас навестись. Также на вас не будет метка и не будут работать способности на подсвет. Тот же АМХ-10 не сможет вас засветить своим дроном. Но если вы выстрелите, этот эффект снимается. Вот так вот работает особенность агента. И именно когда на вас есть вот этот эффект скрыт, работает особенность, у вас плюс 10% к урону. В третий слот ставим перк минус 1 секунду от времени переключения между танками, когда вы используете основную способность. Как работает основная способность, разберем чуть позже. И последним перком ставим плюс 50% к сопротивлению замедлению. И самое главное, то что этот перк дает, это мгновенно чинит гусеницы. Это работает совместно с особенностью. Что вот это вот самое важное, что вы можете в какой-то момент сэкономить ремкомплект, который нажимается на кнопку Е, и у вас автоматически починятся гусеницы. Если потом уже в следующий раз вам собьют, вы уже можете чинить ремкомплект. Теперь переходим к разбору самого танка. Сначала рассмотрим способности. Первая способность — это симулянт. Вы можете самоподорваться и превратиться трупом. И противник может подумать, что вы не живой, и может просто проехать мимо. Но эту способность после прокачки всего танка мы будем использовать немного по-другому. Опять же, когда будем разбирать прокачку, я расскажу, как это нужно использовать. И вторая способность — электрооптические подавители сигнала. При включении этой способности по вам будет тяжело попасть. Сразу скажу, эта способность когда работает криво. Непонятно почему, то ли так задумано, то ли баг. Что вы должны именно посмотреть на противника, тогда он по вам не будет попадать. Если вы не будете на него смотреть, почему-то все залетает 10 из 10, как говорится. Я не знаю, почему оно так работает, по идее должно работать всегда, что по вам не могут попасть. Неважно, смотрите на противника вы или нет. Поэтому, чтобы по вам не попадали, вам нужно именно смотреть на противника. Там даже отметка появится, что на него сработала вот эта обилка. И короче, как это происходит? Когда по вам пытаются стрелять
стрелять ракетой, ракета просто теряет управление и летит в рандомную сторону, но не в танк. Когда стреляет вас с обычного танка, который стреляет снарядами, круг настолько становится большим, что попасть становится практически нереально, только если в упор. И то, опять же, не всегда. Потому что механика этой игры работает так, что если вы не сведены, вы попасть не можете. Только в сведенном состоянии здесь снаряды летят в центр круга. Поэтому, когда у вас круг расширяется, вы, конечно же, попасть не сможете в этот танк. Единственное, на кого не работает эта способность, это на разные автопушки, типа Брэдли и Мардера. Или способности, которые запускают пулеметы на крышах башни, например, на М60. На них тоже эта способность не работает. Что это нужно знать, что против автопушек и пулеметов вас это не спасет. Расходником берем автоматический ремонт, потому что сейчас это самый нормальный ремкомплект в игре. Просто если вы получили урон, закатываетесь в укрытие, ждете 10 секунд, и потом у вас начинается ремонт танка. Да, он восстанавливает не так быстро, но зато восстанавливает вам все хп без ограничений. Вторым расходником на кнопку Е берем расходник, который тушит пожар и чинит гусеницы, и снимает другие негативные статусные эффекты. Время подготовки 65 секунд. Поскольку время подготовки долгое, если у вас у танка достаточно хп, иногда есть смысл даже не тушить пожар и сохранить ремкомплект, чтобы он у вас остался, когда у вас будет мало хп, если вас снова подожгут или собьют гусеницу. Я вот периодически вот так вот делаю, и меня это не раз спасало. Теперь переходим к прокачке. Что нужно качать, чтобы этот танк стал жесткой имбой патча? Хотя он и в стоке не так слабо. В первом слоте у нас прокачка первой способности симулянт. Ставим это улучшение, потому что когда вы используете эту способность, вы можете стрелять по противнику и нанести на 25% больше урона по модулю. А если у вас еще эффект скрыт будет, то у вас урон еще увеличится. Как я тестировал не раз в бою, вы в таких условиях даже можете выдать 1600 урона. Но примерно у вас будет от 1400 до 1600 урона. Плюс-минус. Вот такой вот разброс. Что с этим улучшением у вас урон значительно повысится. Это я именно говорю урон по боеукладке. Потому что в первую очередь, когда я играю, я целюсь туда. И как нужно это, короче, применять? Вы видите противника, нажимаете эту способность и стреляете ему в БК, наносите 1500 урона. Примерно. Вот так вот нужно использовать эту способность. Во втором слоте у нас улучшение второй способности. И здесь прокачиваем длительность действия. Самое адекватное, что здесь можно выбрать. Плюс эта способность влияет на вашу жизнь. Потому что леопард это картон. И хоть эта способность криво работает, вы все равно с помощью нее можете не получить много попаданий. В следующем слоте у нас уже прокачка огневой мощи танка. Время заряжания магазина уменьшается на 6,6% и становится 8,41 секунду. И время перезарядки между выстрелами тоже снижается на тот же процент и становится 3,6 секунд. Ну или как в игре будет писаться 3,1. При установленном перке на ускорение перезарядки между выстрелами у вас будет, как я говорил, 2,8. Но там, скорее всего, округлено тоже. Точно уже это посмотрим, когда будем разбирать танк в полигоне. В следующем слоте, который тоже на урон, у нас раскачивается еще ДПМ. Увеличивается урон ракеты на 5%, становится 756 единиц. И еще прокачивается время перезарядки между выстрелами. И на 25,3%. Ну, оно тут считает и с тем, что уже было и до этого прокачано, и оно в сумме получается 3,6. Но это улучшение снижает максимальную энергию на 5%, что в принципе не критично. И скорость переднего хода тоже снижать на 5%, что тоже не критично. А также есть модификатор. Когда вы делаете фраг под эффектом скрыт, у вас полностью восстанавливается энергия. В следующем слоте у нас модуль на мобильность. Увеличивается мощность двигателя на 21% и становится 762,3 лошадиных силы. А также дает эффект священное пламя. Активируется, когда вы используете режим надува. Этот эффект ускоряет снятие статусов на 75%, что с помощью этого можно даже тушить пожар. Я даже это тестировал, когда вас поджигает, ты начинаешь ехать под ускорением, и у вас пожар тушится очень быстро, что вы не успеваете сильно прогореть. Что получается, если вас подожгли, вы можете с помощью этого эффекта потушиться, если у вас недоступен ремкомплект. И в последний слот у нас на разведку в прокачке. И берем, конечно же, тепловизор. Тут, конечно, выбор такой себе, но я решил выбрать тепловизор, потому что сейчас в игре очень много дымов, потому что кто-то с разработчиков решил ввести расходник на дым. И очень часто бывает, что в бою каждый второй игрок с дымом. Просто
мягко говоря, и поэтому тепловизор сейчас актуален. И где есть возможность его брать, вот берите. И именно на этом танке у вас есть возможность его взять, поэтому ставьте тепловизор. И давайте теперь разберем некоторые ключевые ТТХ, которые у нас получились после прокачки. Время заряжания магазина 8,41. За это время заряжается именно один снаряд. Вот здесь, скорее всего, неправильное описание. Я даже это тестировал. Именно один снаряд в ваш барабан заряжается с такой скоростью, а не все 3 снаряда. Перезарядка между выстрелами в барабане 3,6. С помощью перка можно это все разогнать. Множители критического урона. По БК 1,6. По двигателю 1,5. По бакам 1,38. Вы тут можете взять и высчитать средний урон, который вы можете дать по модулю. Просто берете стандартный урон снаряда 756 единиц и умножаете на вот этот множитель. Так вы можете высчитать, какой урон вы нанесете по модулю. Ускорение ПТУР — это, как я понял, с какой скоростью летит ракета. Что тут ракеты летят достаточно быстро. И это очень сильно заметно, особенно когда пересаживаешься с Брэдли на этот танк. По скорости у нас получается скорость вперед 61,5, грубо говоря, скорость назад 22. Но ездит он достаточно быстро. И давайте, наверное, разберем теперь по способностям. Время подготовки первой способности, которая симулянт, 20 секунд. Время подготовки второй способности 25 секунд. Длительность первой способности 15,2. Длительность второй способности 17,13. Максимальная энергия стала 95. Стоимости вот вы можете тоже видеть 21,25 и 26,25. И перед тем, как переходить в полигон и разбирать уже стрельбу там, и как работают его способности, давайте немного посмотрим по броне и по модулям. Если коротко, у этого танка брони нет. Вас будут пробивать практически все, особенно на ближних и средних дистанциях. Как вы можете видеть, приведенка даже до 200 здесь не доходит. Вот. Что брони нет. Вас только могут иногда не пробивать с автопушек. В остальных случаях в корпус вас будет залетать все. А вот именно вот здесь находится боеукладка. И поэтому вот это место нужно стараться не подставлять лишний раз. Потому что за 2-3 выстрела вас будут сносить. Также в башне вы тоже можете видеть, брони здесь нет. Только в маске тут где-то чуть-чуть что-то может тонкануть. И если вам будут стрелять вот сюда, вам тоже могут пробить в БК. Потому что БК находится вот здесь. Вот если мы включим модули, вот вы можете видеть, вот здесь БК находится. Поэтому, если вам будут стрелять вот сюда в щеку кумулятивным снарядом, вас 100% пробьют вот сюда в БК. Поэтому из-за того, что на этом танке брони нет, можно сказать, вам нужно стараться играть с больших дистанций. На большой дистанции вас иногда не будут пробивать, особенно тяжелая техника, потому что у них, мягко говоря, плохой баланс по снарядам, и у них очень сильно падает бронепробитие. Поэтому, если в вас будет стрелять с другого конца карты какой-нибудь тяжелый танк, он вас может не пробить. Также вас с большого расстояния могут не пробивать автопушки. А если и будут пробивать, то не каждым выстрелом. Поэтому, когда вы будете играть на этом танке, старайтесь играть с больших расстояний и стараться лишний раз не приезжать в ближние бои. Потому что в ближних боях вы выживать нормально не сможете. Потому что брони нет, а вторая способность, которая снижает точность противника, она вам сильно не поможет. И теперь перемещаемся в полигон и рассмотрим уже стрельбу там. И самое главное, как работает основная способность агента. А перед тем, как я продолжу, хочу вам напомнить, что на моем бусте по платной подписке вы можете найти все прокачки агентов и танков. Чтобы не ждать гайды, которые будут выходить не так быстро. Подписавшись платно, у вас всегда будет доступ к самой лучшей прокачке агентов и танков. И если даже будет какой-то ребаланс, на бусте я всегда буду сразу все обновлять. И если вдруг получится, что я уже выпустил гайд, как, например, сегодня по Леопарду 2 ФК, и в его прокачке что-то изменится, то гайд я переснимать, скорее всего, не буду. А для платных подписчиков на бусте сразу же прокачка будет обновлена. Что всегда будет актуальная прокачка как агента, так и танков. Так что подписывайтесь платно. Платная подписка — это один из лучших способов поддержать канал и дать мне мотивации выпускать больше качественного контента. А теперь продолжаем. Вот мы появились в тренировке, и сейчас вам показываю, как что работает. Вот мы можем посмотреть, как летят ракеты. Достаточно быстро. Можно вон прямо туда взять, пострелять, конец карты.
Ракеты летят довольно-таки хорошо. Конечно, не так хорошо, как на Брэдли. На Брэдли ракеты вообще летят ровно прямо. Но и они летят не так плохо, как на МХ-10. Что что-то среднее между Брэдли и МХ-10. Что иногда бывают ситуации, что вы стреляете, у вас ракета начинает мотаться вверх-вниз, либо в разные стороны. Я не знаю, из-за чего это происходит, но мне кажется, что это происходит из-за того, что на картах куча разных объектов, которые влияют как-то на траекторию. Поэтому иногда вы выходите, стреляете, у вас ракета просто падает в землю. Потому что есть какой-то сломанный объект, который портит траекторию. Из-за этого вы можете не попасть. Особенно это хорошо видно, когда вы будете играть на втором танке, который вызывается по основной способности, которую мы чуть позже разберем. Там вообще ракеты летят очень криво почему-то. Я не знаю, почему так. На основном танке, на вот этом, у вас летит нормально более-менее. И на втором танке ракеты кривые максимально. И вот как раз, пока я все это рассказывал, активировалась особенность агента, потому что накопилось нужное количество энергии. И сейчас я вам покажу, как работает способность симулянт. Это первая способность. И повышенный урон от всего вот этого. Что можно нажать вот так и стрельнуть в БК. И вы наносите почти 1600 урона, но в данном случае выпало. Как я говорил, примерно урона от 1400 до 1600 может быть, плюс-минус. У меня как раз сейчас и перк вон подрублен, потому что я до этого пострелял. И особенность в этот момент еще работала. Поэтому получился такой урон. И как я рассказывал до этого, видите противника, прожимаете вот эту способность и стреляете. И таким способом вы наносите много урона. Потом стреляйте еще один выстрел и добиваете. Потому что большинство техники вы с 2 выстрелов можете вот так вот убить. Только по тяжелым танкам вам нужно будет пострелять чуть больше. Как вы тоже могли заметить, перезарядка между выстрелами стала 2,8 секунд. Вместо 3,1. Это тоже работает перк, который мы ставили в первый слот. Что благодаря вот этому перку и второму перку, который увеличивает урон под эффектом скрыт, у вас сильно раскачивается ДПМ. Давайте теперь вторую способность просто покажу, как она работает. Вы нажимаете кнопку, у вас вот такая вот анимация на танке появляется. Зеленым горит. И когда в вас целится, вас не могут нормально попасть. Но сейчас я это показать не могу. Потому что, как я сказал, в игре нет еще технологий, чтобы я мог это нормально показать. Но я думаю, вы сами, когда попадались против данного танка, вы, наверное, это уже замечали. То, что вы в него целитесь, ракеты просто летят мимо, а с других танков круг просто расширяется до каких-то нереальных размеров, и все. И вы попасть не можете. Теперь, как работает основная способность. Как я не раз уже говорил, я считаю, что эта способность сейчас самая сильная в игре. Вы можете поставить такой же танк, как и вы, и вы можете играть на 2 танках, по сути, в одном бою. Можно играть по-разному. Один танк использовать на одном фланге, другой танк использовать на другом фланге. Также вы можете стрелять с одного танка. Когда у вас закончились снаряды, вы переключаетесь на танк копию и стреляете уже с него. Можно стрелять с одного танка, а второй танк поставить где-нибудь сзади себя на всякий случай. Если вас упорятся и начнут убивать, вы можете переключиться на второй танк и убить того, кто в вас упоролся уже с другой позиции. Что есть несколько вариантов использования данной способности. Опять же, зависит все от карты, от ситуации. И давайте теперь я вам покажу стрельбу с танка копии. Как я до этого говорил, ракеты там летят очень криво. Если на основном танке они летят еще нормально, но на втором танке они почему-то летят криво. Переключение между танками производится по кнопке мыши, которая у вас назначена на способность. У меня это 5-я кнопка мыши. Вот я нажимаю и переключаюсь. Также мы качали перк, который у нас стоит в 3-м слоте, с помощью которого вы сможете более быстро переключаться между танками. Это будет не вот так вот происходить долго, а будет гораздо быстрее. И сейчас я вам покажу стрельбу. Видите, как криво ракеты летят? Вон, видели, около гусеницы она просто взяла, сначала вот сюда отклонилась, и потом только попалась сюда. Что здесь ракеты просто максимально кривые. И у меня было куча случаев, когда я выезжаю, особенно из-под горы, стреляю, и у меня ракета просто падает в землю почему-то. Я не знаю почему. Видите, он как она криво летает? Сейчас я сделаю перк и покажу быстрое переключение между танками. Вы видите, как быстро переключается? Поэтому вот этот перк, который дает минус 1 секунду, очень важен тоже. Чтобы вы могли очень быстро переключиться. Особенно, когда вас убивают на одном танке. Чтобы пересесть сразу на второй и выжить таким способом. Если вы играете на этом танке и умерли, то все. Вы идете на возрождение. Вас вот на вот этот танк не перебросят. Поэтому, когда вы чувствуете, что вас вот сейчас добьют, нажимайте кнопку, пересаживайтесь на другой танк и играйте уже на нем. Надо стараться успевать переключиться, чтобы выжить.
Теперь после того, как мы разобрали теорию, перки агента, прокачку танка, ТТХ, как тут все работает, теперь переходим к разбору боя. Как этот танк можно применять в бою. Бой у нас на карте город в шрамах, режим контроль выпал. Вон смотрим, что у нас по сетапу. Мне повезло, что в этом бою нет, но все равно любителей понюхать жопу хватало, особенно в первом раунде вот. Сразу хочу сказать, что этот бой я играл в субботу после того, как встал, поэтому я, так сказать, не особо раскумаренный был, и поэтому, так получилось то, что я ошибался в моменте много. Это, как обычно, еду на вот эту позицию, где обычно вот здесь у дома становлюсь, и жду, пока приедут на захват. Тут я вот, как я говорил, из-за того, что я рано встал, я слишком рано прожал обилку, и пока противник доехал, обилка уже кончилась. Потому что я как задумывал, прожать обилку, и потом, использовать. И вот, короче, не успел. Я этого специально Брэдли пропустил, чтобы ему в жопу стрельнуть и попасть в БК. Отъезжаю назад, потому что, как всегда, двое приехали. Я вот уже тоже не раз про эту тему говорил. Когда, наконец, разработчики сделают, чтобы противник не мог заезжать на наш респ. Потому что эти, по сути, по нашему респу катались. И вот я отстреливаю захват. И, как всегда, приехал любитель понюхать жопу. И, конечно же, он меня убивает. Обычно как бывает, любители понюхать жопу, они только в крысу могут убивать, но когда лоб в лоб, они сосут. А поскольку он приехал в крысу, я, конечно же, его убить не успел. Он мне слишком много хп снял. Я, кстати, наверное, некоторые моменты буду вырезать. Вот эти возрождения, пока я еду до позиции, чтобы в будущем сократить время видео и слишком сильно не растягивать. Вот я снова доезжаю, и снова сейчас буду отстреливать захват. И вижу снова, как еще один любитель понюхать жопу приехал, теперь уже на Шеридане. И начинается классический геймплей. Ты вместо того, чтобы сбивать захват, стоишь, смотришь за своей жопой, чтобы тебе никто сзади не стрелял. И вот про что вот и говорю, разработчикам нужно что-то с этой проблемой решать, чтобы они на наш респ не могли заезжать. Ждем, пока противник возродится и доедет до базы. Я вон опять еду проверять, что происходит сзади на всякий случай. Никого не вижу. Но все, скорее всего, с той стороны находятся. Убиваю Брэдли. Пытаюсь убить Леопарда, но не попадаю в БК. Ставлю второй танк, чтобы можно было более эффективно отстреливать жопонюхов. То как здесь нужно играть на двух танках? На одном танке ты смотришь одну позицию, вот эту, например. На другом танке отстреливаешь базу. Если вдруг тебя убивают на одном танке, ты резко пересаживаешься на второй, если успеваешь пересесть, и дальше играешь. Ракеты летят максимально криво на втором танке, поэтому с первого раза я нормально в него не попадаю и получаю лишний урон из-за этого.
Там противники закончились, поэтому пересаживаюсь на основной танк и стреляю по сбитию базы, по сути. Базу отбили, и сейчас какое-то время должно пройти, пока они возродятся. Добиваю еще Брэдли. Приехал Шеридан. Жду, пока ему снесут щит, но ему щит не сносят. Пересаживаюсь на второй танк, чтобы попробовать добить Шеридана. И раунд заканчивается. Мы тут победили, как ни странно. Хотя в начале был жесткий слив. Следующий раунд у нас не в городе, поэтому я еду к небоскребу в центре карты, чтобы было удобнее отстреливать базу. Вот здесь главное, когда вы будете проезжать, самое главное не получить от противников с респа. Потому что если они встанут на гору, они вас будут простреливать хорошо. Тут вот вы видите, какой прострел. И также главное удачно доехать вот до вот этих контейнеров, которые передо мной прям находятся. Чтобы по вам не накидали как с базы, так и с респа. И теперь все, здесь стою и начинаю стрелять. На респы по базе. Как они будут подставляться, я буду их убивать спокойно. И также не забывайте следить опять же за жопой. Потому что любители понюхать жопу в любой момент могут вам сзади приехать. Кстати, если бы меня зареспило с того бы респа, вот эта позиция, где я сейчас стою, была бы намного удобнее. Я мог бы встать туда повыше, прям на горе. И спокойнее мог бы отстреливать и не получать урон. Вон где, вот видели, мой союзник встал в дыму. Вот там можно стоять, когда вы играете с противоположного респа. И там играется гораздо удобнее, чем отсюда. Вот я пытаюсь на базе отстреливать, пытаюсь пробить это XM1 в башне, но не пробиваю. Зарядилась основная способность и ставлю второй танк. Здесь мы играем как с двумя танками. Когда на основном танке кончились снаряды и не хватает ДПМ и дальше стрелять, вы пересаживаетесь на второй и стреляете со второго. Также, если вас упарываются, вы можете быстро пересесть на танк. Если успеете, вы пересаживаетесь и упаранта убиваете. Периодически смотрю на респ, мало ли кто на горе встанет. Но в последнее время я смотрю на гору, что-то никто туда не встает. Все едут либо на базу, либо едут на ту позицию, где я сейчас играю. Пытаюсь попасть в XM1, не попадаю под способностью. Даже он танкануть что-то получилось с такого расстояния. Не пробивая каким-то чудом леопарда в маску, хотя должен пробивать. И тут у меня он добивает. Я не стал переключаться, потому что подумал, что меня не видят. Тем более там у леопарда были рядом мои союзники. И я думал, что он будет стрелять по ним, но он стрелил в меня. И получилось так, просранная обилка еще. Придется теперь долго еще ждать, пока снова зарядится. На прокатке также смотрю, кто у них едет с респа, пытаюсь попасть, но не попадаю. Чуть-чуть не довел ракету. И в этом раунде мы сольем. Потому что я точно помню, что будет третий раунд в этом бою. Опять же, этот бой складывается более-менее неплохо. Всегда хорошие результаты получаются, когда в бою 3 раунда в этом режиме. И вот приехал любитель понюхать жопу. Я его, к сожалению, не сразу замечаю. И еду добивать его, пробовать. И все, я его добиваю. И сейчас я разворачиваюсь и снова пытаюсь отстреливать базу.
Пробивая леопарда в маску. Если что, кто не знал, леопарда можно легко пробивать кумулятивными снарядами и ракетами просто в маску. Стреляйте прям в пушку, и снаряд пробивает через всю башню и доходит в БК. Потому что у леопарда БК не только в корпусе, но и еще в корме башни. Стреляю по только что зареспившимся противникам. Союзники как-то захватили базы, поэтому мы еще не проиграли. 1% у противника остался. Ставлю танк-копию на всякий случай, хотя может быть это зря, потому что раунд скоро кончится. Получаю много урона и пересаживаюсь на второй танк. Пытаюсь через тепловизор увидеть кто-нибудь, что может стоит на респе, не увидел никого. Пытаюсь леопарду попасть в пушку, но не попадаю. И все, и раунд кончился. И последний раунд у нас будет снова в городе. База в самой левой части будет. Становлюсь на позицию около этого дома и жду, пока они вылезут из дворов. Здесь можно успеть по кому-то попасть. Если бы я играл на обычном танке со снарядами, то можно было бы легко попадать. Но с ракетами это сделать не так просто. Потому что ракеты все-таки медленно летят. Плюс еще мешает стоящий БТР, который вот перед прицелом, если вы видите, его стоит. Жду, пока поедет кто-нибудь, либо те высунутся, кто там стоит. Замечаю Шеридана, который снова решил понюхать жопу. Кстати, вот на вот этой карте периодически могут приезжать справа со дворов. Вот как я вот стою, танк у меня развернут, и считайте, что вот я говорю справа именно от самого танка. Оттуда тоже могут периодически приезжать с дворов, особенно т***ки. Поэтому тоже не забывайте за этими позициями следить. Убиваю нюхача на Шеридане. И дальше еду смотреть дворы. Вижу такого же леопарда, как и я. И легко его убиваю. Хотя БТР мог бы, кстати, и помешать. Как иногда бывает, стреляешь через какие-нибудь препятствия, из-за этого ракеты летят криво, и не попадаешь, бывает. Но тут залетело хорошо, как ни странно. Едет Шеридан, я ему сбиваю щит. Пытаюсь, точнее, сбить. Даже нужно 2 раза стрельнуть. А на некоторых танках даже 3 раза нужно стрельнуть, потому что Шеридана апнули этот щит. И у него теперь много хп при правильной прокачке. Не пробиваю XM1 почему-то, хотя стрельнул нормально. И смотрю сзади, как обычно. Чтоб какой-нибудь нюхач не приехал. Потому что я видел то, что Шеридан поехал туда. Пытаюсь попасть в триплекс и пробить БК, но не получается.
Слишком высокие укрытия. Ставлю рядом с собой второй танк. На всякий случай, если меня убьют. Можно здесь вообще сделать как? Одним танком играть там, где я сейчас, а другой танк поставить на соседнюю улицу, которая находится слева от меня, вот. Примерно в том направлении, куда я стреляю. И стрелять уже там. Буду ли я это делать в этом бою или нет, я не помню. Тут я, видимо, решил это не делать и играю на двух танках с одной позиции. И вот про что я говорил, справа приехал Нюхач, поэтому за этой позицией нужно следить. Очень криво отстреливаясь по Шеритону, можно было гораздо лучше по нему отстреляться. Я стрелял просто с аркады, и поэтому не попадал туда, куда нужно. Не обращай внимания на леопарда, потому что это не настоящий. И настоящий леопард стоит за домом. И жду, пока подставит XM1. Хотел попасть в леопарда, попал вообще в Шеридана, блин. Повезло, блин, так. Но попадание все равно было неплохое. И все, и в этом бою мы побеждаем. И по итогу боя получилось 43 тысячи урона, 17 фрагов и 2 раза умер за весь бой. И то опять же один раз я умер по сути по беспределу, от любителя понюхать жопу. Это еще мне повезло, как я говорил, то что в этом бою не было танков. Если были бы танки, я бы по беспределу еще больше раз умер бы. Бой получился, можно сказать, выше среднего, потому что в большинстве боев на этом танке вы будете где-то давать около 30-35 тысяч урона. Такие вот бои за 40, 50 и больше тысяч урона получается в боях, которые долгие. Если, например, режим контроль, у вас должно быть 3 долгих раунда, а не в одну калитку, как у нас было в основном в этом бою. Только первый раунд был долгий, по сути. Остальные почти в одну калитку. Или в других режимах. То же самое, бои должны быть и долгие. Тогда у вас будут большие результаты. В остальных вы просто тупо не успеете. Каким бы ТПМ был, вы все равно не успеете много настрелять. Но все равно в большинстве случаев этот танк показывает результаты значительно выше, чем остальные танки. Тем более, в день записи этого видео до меня дошла информация с ЦПП. То, что понерфили Брэдли, это не баг, а нерф, оказывается. Поэтому теперь самый главный дамажный танк будет у нас в игре. Это именно этот Леопард 2 ФК. Тем более, как я до этого говорил, даже в плохих боях он показывает результат выше, чем другие танки. И что по итогу можно сказать? Данный танк это имба патча. Если вы на нем научитесь играть, вы будете на нем просто жестко разъебывать. Главное не упарываться, играть от позиции и желательно находиться далеко от противника. Если вы играете во взводе, то для вас вообще все будет хорошо. Берете в охрану себе несколько танков, или таких же, или каких-то других, и у вас еще все будет лучше. Что если к вам приехал какой-нибудь упарант или топик, вы легко будете его втроем сносить. Что с охраной на этом танке можно выдавать просто какие-то нереальные результаты. Так что можно сказать сейчас, Леопард 2 ФК это самый лучший, самый дамажный танк игры. Пока есть возможность, забирайте его с боевого пропуска, тем более он находится по сути в начале, а не как второй танк Леопард 2 КСТ, который полное дерьмище, находится в конце. Поэтому прокачать вы его сможете быстро, не тратя на него серебро. А на этом я, кстати, видео не заканчиваю. Сейчас будет клип про
про этот танк. Скорее всего, ничего подобного в ближайшее время делать не буду. Сделал именно про этот танк, потому что этот танк у меня всегда был любимый. И этот танк всегда был самый мощный по огневой мощи. Поэтому вот я сделал. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на телеграм с новостями. Всем до скорого и всем пока. И не переключайтесь. Идем смотреть клип. Он стальной, как ночь без сна. Светит цифра только одна. 11 на борту горит. Механический зверь в тени стоит. Ракеты ввысь, как звездный дождь. Металл кричит, разрывая дрожь. Леопард 11 бой летит. Железный лев, тишина трепещет, дрожит. Леопард, он пронзает мглу, оставляя ветер на холодном ветру. Гусеницы режут землю как нож. Кто-то шепчет ему, не найдешь ни равных. Ни страха в глазах, леопард идет и гремит в небесах. Пламя вспыхнет словно знак. Тени танца, впереди враг. Ракеты взлетают, как птицы в полет. Леопард знает, кто здесь правит, кто ждет. Леопард 11 бой летит. Железный лев, тишина трепещет, дрожит. Леопард, он пронзает мглу, оставляя ветер на холодном ветру.